Всем привет! И на сегодня у нас очень интересная поделка. Вы, скорее всего, уже знаете этот нож, который стал популярным месяц назад. Сразу я его сделать не смог, отложил на 2 недели, и теперь решил его сделать. Единственный шаблон на этот нож найдете только у меня в шаблонной библиотеке. Ссылка в закрепленном комментарии. Для начала вырежем его по контуру, чтобы приклеить на материалы разных толщин. Средний слой 6 мм, а боковые по 4 мм. Этот нож может вам показаться маленьким, но на самом деле он такой и есть. Я сам удивился. Перед тем как пилить, лучше просверлить отверстие, потому что потом это делать будет сложнее. Сначала сделаю отверстие тонким сверлом, а затем тем, которое надо по диаметру. Это для того, чтобы отверстие не сместило. Накладки просверлили, теперь можно выпилить их по контуру. Для этого я воспользуюсь электрическим лобзиком. Теперь просверлим средний слой так же, как и до этого, и выпилим его. Чем ровнее, тем лучше, и тут будет потом сложнее подровнять их, потому что приклеить их будет надо в конце по отдельности. Следующий этап – скругление накладок и заточки лезвия. Для этого задействую бор-машинку. Для скругления накладок понадобится наждачный валик, а для заточки лезвия буду использовать бор-фрезу. Ей это делать легче, но намного опаснее. После черновой обработки надо пройти с наждачной бумагой, а на среднем слое надо сделать зенковку. На накладках должны быть канавки, их я сделаю круглым надфилем. Делать это надо осторожно, чтобы они были параллельны друг другу. И сделаю зенковку накладкам. Дол тоже делаю с помощью гравера. Для этого нужна бор-фреза и каменная насадка. Готово. Все формы сделаны как надо. Следующим этапом поработаем над улучшением поверхностей. Фанеру надо обязательно замазать акриловой шпаклевкой. Перед применением ее лучше перемешать, и тогда будет можно использовать. Размазать ее можно шпателем и пальцем. Пальцем в этом случае удобнее, так как нож маленький. Шпакля высохла, теперь шлифуем ее. По канавкам снова пройду с надфилем, чтобы убрать лишнее, и в отверстие тоже немного попало. А другим надфилем выровняю поверхности лезвия, после чего будет можно пройтись там наждачной бумагой. Начинается покраска. Сначала нож надо загрунтовать, чтобы краска держалась лучше. Я всегда пользуюсь только аэрозолями, чтобы не было разводов кисти. Главное не переборщить, а то будут наплывы. А теперь красим детали нужными красками. Для лезвия я возьму баллончик серебряной краски. Она очень красивая и подошла под оттенок, который мне нужен. После лака он станет не таким блестящим и будет точно как нужно. А накладки на рукоять покрасил гуашью. Акриловые краски у меня закончились, а новые покупать пока не хочется. И как говорил, покроем лаком нож. Он хорошо впитался в краску и укрепил верхний слой. Но так как я использовал полуматовый, сох он долго. Как только высох, я наконец-то склеил эти 3 детали цианокрилатным суперклеем. И теперь нож готов. А шаблон для его изготовления вы, как всегда, найдете в моей шаблонной библиотеке. Ссылку оставил в комментариях.